Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Сегодня все происходит в ожидании ставки ФРС. Помимо этого есть ряд других важных событий. Это та же встреча Байдена и Путина, которая пройдет днем. Здесь есть разные точки зрения относительно того, как она произойдет. Сейчас мы к этому вопросу отдельно вернемся. Сегодня, помимо всего прочего, Китай начинает беспокоить. И сегодня достаточное количество важной макроэкономической статистики, которая, конечно, не сравнится с решением и заседанием ФРС, но тем не менее она играет определенную роль. Так, вот у нас календарик. Ну, с Китаем все понятно, сейчас выйдут данные. Потом днем начинается встреча как раз Байдена и Путина. В 15:30 число выданных разрешений на строительство по Америке. Вот здесь тоже может быть подкоп вполне произойти. Далее, Канада нас на текущий момент не очень сильно интересует. В 17:30 запасы сырой нефти Соединенные Штаты. Из 9 часов начинается игра Heroes 3 ФРС заседание. Смотрите, здесь на самом деле я ожидаю, что вполне логично, те условия, которые есть, они будут сохранены, либо даже будут даны какие-то дополнительные обещания. Да, инфляция начинает очень сильно расти, но пока рынок труда Соединенных Штатов продолжает хоть как-то восстанавливаться, я думаю, они инфляцию трогать не будут. То есть они будут сохранять выкуп активов, и, разумеется, процентные ставки возле нуля. Большой вопрос, куда это приведет осенью, но осенью это будет осенью, а сейчас, я думаю, никаких резких действий не будет предпринято, и наоборот, будут даны достаточно позитивные прогнозы и пожелания, которые, скорее всего, на рынок негативного влияния не окажут. Даже если смотреть американские издания, здесь все переполнено прямо на первой странице по поводу встречи между Байденом и Путиным. Но здесь для России, конечно, эта встреча гораздо важнее, чем для Америки, потому что для Байдена во многом это, скажем так, ритуальная встреча для того, чтобы, определенный тонус отношений поддержать, восстановить и чтобы мониторить состояние страны, у которой достаточно большой запас ядерного оружия. Как ни крути, это так. Конечно, в текущих реалиях это не способствует развитию экономики от слова совсем, но американский президент должен, исходя из таких реалий наличия ядерного оружия, поддерживать отношения. Китай объявил крестовый поход против роста цен на сырье, однако пока этот крестовый поход только на медь оказал воздействие, нефть как росла, так и растет. Переходя к графикам, мы видим проседание китайского фондового индекса основного CSI 300. Фактически он вернулся в эту зону, из которой пошел рост. И на текущий момент с высокой степенью вероятности можно сказать, что эта попытка движения на 5760, она захлебнулась. Что же здесь пошло не так? Инфляция издержек, она скушала Китай. Китай мировая фабрика. И из-за того, что начало расти сырье, Китай вынужден был начать поднимать цены на продукцию, которую производит. Соответственно, это так или иначе влияет на покупательскую способность и возможность покупать те товары, которые производит Китай. Помимо этого, в Китае, как я неоднократно обращал ваше внимание, масса экономических проблем. Периодически это вырывается на поверхность. Это и ситуация с фондом недвижимости Evergrande. Там застройщик, фонд недвижимости, все в одном. Владение строительными активами. И, соответственно, что мы видим? Здесь идет дневной график, фактически непрекращающееся снижение. В определенных кругах даже говорят, это правило хорошего тона шортить Evergrande. Далее другая компания, управляющий фонд, государственный, полугосударственный, так же как Evergrande, но этот фонд с озвученным названием Huarong. Там сейчас речь идет о том, чтобы его исключить из MSCI, соответственно, это приведет, скорее всего, к распродажам. И глава этого фонда был за коррупцию расстрелян.
Но достаточно крупные китайские компании, которые котируются в Шанхае, которые можно купить на других площадках через различные инструменты. Соответственно, вот в них периодически всплывают такие интересные моменты. Но это как зеркало того, что на самом деле происходит в китайской экономике и относительно того, насколько велик и растущ Китай. Так, друзья, Baltic Dry, но здесь движение наверх продолжается, то есть инфляция издержек, она никуда не девается. Так, друзья, далее американский индекс NASDAQ критикует меня, что я его не рассматриваю. Ну как, я его рассматриваю, но просто не очень часто, потому что с моей точки зрения вот этот инструмент, он как раз является в чистом виде то, что нужно для торговли роботом. То есть для человека, ну, не знаю, мне кажется, это достаточно специфическая вещь. То есть S&P 500 индекса вполне достаточно. Так, вот этот дневной график, здесь наиболее вероятный сценарий движения завершился. И сейчас, с моей точки зрения, драйверов для роста нет. Он по логике вещей должен хотя бы куда-то сюда откатиться. Дело в том, что вся эта история, которая связана с пандемией, с удаленкой и так далее, она, я считаю, себя отыграла, и здесь все-таки по NASDAQ требуется какой-то откат. Да, вот эти компании, которые лежат в основе FAMAG, NASDAQ, они компании будущего, будущей экономики, но невозможен бесконечный рост. Те бенефиции, которые у них были, я считаю, они вот в этом движении уже отыграли. И дальше только либо планомерное развитие, либо какая-то небольшая корректировка. Вот. Но здесь как бы напрашивается откат, который хотя бы будет на 13 800, 13 600. Так, друзья, далее американский индекс S&P 500, SFD на фьючерс. Вот как раз это, с моей точки зрения, тот инструмент, тот индикатор, который отражает все, как происходит и куда пойдет американский фондовый рынок и весь мир. Ну, смотрите, вчера вот у нас разворотная формация очередная возникла на новом хае. Сегодня заседание ФРС, решение по ставке. Но навряд ли здесь будут обещаны какие-то огромные, великие, большие плюшки. Либо оставить все как есть, либо может быть легкий позитив будет. Соответственно, здесь напрашивается какой-то коррекционный откат, хотя бы на 4200, или движение вот в этом боковике. Но здесь есть такой момент, не просчитываем, это количество шортистов, то есть людей, там, компаний, трейдеров, инвесторов, кто делает ставку на то, что он будет падать, потому что он находится на хаях. Вот. И во многом вот это движение, которое у нас происходит с мая, середины мая, но даже, наверное, с конца апреля, оно связано с тем, что просто дожигают тех, кто постоянно его шортит. Вот. На текущий момент ситуация с тем, насколько фактор шортистов высок, до конца не ясна, но то, что такое значимое событие, как заседание ФРС, объявление условий, оно может спровоцировать достаточно существенный коррекционный откат. Опять же, что бы здесь ни произошло, есть уровень, который 4080. Если этот уровень не пробивается, все откаты будут выкупать, и его либо гоняют в этом диапазоне, либо пытаются натянуть наверх. Но на сегодняшний день, я думаю, больше вероятность того, что либо он в боковике здесь будет болтаться, либо сходит хотя бы на 4200 как минимум. Так, друзья, далее золото. С золотом прямо вообще интрига, мега интрига. Вчера закрылось ниже 1861, но опять же оно здесь закрылось в пределах определенного коридора, определенного облака вероятности. То есть вот торговля и закрытие ниже этого значения 1861, парочку торговых сессий, оно с высокой степенью вероятности ведет к тому, что вот этот слом, который здесь произошел, развился бы и золото откатилось на 1770. Но пока такого не произошло. Сегодня заседание ФРС. Заседание ФРС либо нейтральное, либо слабо позитивное, я так полагаю. Если переходить с дневки на часовик, мы получаем, что отсюда пошел по золоту импульс движения. Цель этого импульса движения первая находится на 1865, вот здесь вот. И если оно удерживается и какое-то время торгуется в этом диапазоне, весьма вероятно мы уже сегодня увидим отсюда выход
на 1882 и попытка закрепиться выше этого значения. Да, здесь остается возможность того, что будет пробитие, откат и пробитие 1850. Здесь немножко уровень смещается из-за того, что оно так вот просело. И вот уже как бы пробитие этого уровня весьма вероятно приведет к тому, что отсюда пойдет более существенный откат уже как бы к 1814-1815. Вот. Но пока этому откату не дали развиться, и поэтому здесь сегодня по золоту, по золоту сегодня будет очень волатильный день. Но с учетом того, какие здесь пошли процессы, весьма вероятно, что его все-таки будут пытаться вытянуть на 1882 и выше. Так, друзья, далее нефть Brent. Здесь идет стремительное движение на 75,6, практически вообще с минимальными откатами. Все заявления Китая о борьбе с ростом цен на сырье, они на нефть никак не действуют. Ну и здесь совсем немножко осталось дойти до 75,6, вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, переходя с нефти на часовик, здесь намечается коррекционный откат. Целью у этого отката ранее была 72, сейчас она немножко поднялась. Это, соответственно, движение на 73,5. Если 73,4, 73,3 уровень не пробивается в результате развития этого отката, то нефть будут выкупать и толкать дальше на 75,6. На самом деле здесь даже более короткая цель, точнее поддержка, это 74,2. Вот 74,2, если не пробивается, то все эти движения выкупаются и его толкают упорно наверх, выше и выше. А пока на текущий момент все коррекционные откаты по нефти выкупают, ее выталкивают наверх с новой силой. Ну, сказывается начало автомобильного сезона и то, что в Америке начали американцы активно путешествовать и ездить по стране. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас идет целый цикл движения. Первая цель этого цикла 28. И следующая цель этого цикла это, соответственно, сходить вот сюда вот на 28,3. Сейчас на текущий момент очень высокая волатильность из-за заседания ФРС. Но, тем не менее, вот новый обозначился уровень. Был уровень 27,25. Он немножко сейчас поднялся на 27,5. Соответственно, удержание вот этого уровня, даже в случае коррекционного отката, если он не пробивается, приведет к тому, что вот это движение сначала на 28,2, потом выше, возможно даже вот сюда на 28,7, весьма вероятно сегодня произойдет. Но если не сегодня, то завтра. Ключевой момент это пробитие 27,5, 27,45 вот этого диапазона. Если он здесь происходит, то вот это все движение, оно ломается. Так, далее евро-доллар, 4-часовой график. Но здесь как бы все 1,2088 удержали. Пока он удержан, развивается движение на 21,77. Есть промежуточная цель, это пробой 21,52 вот этого значения. Если этот пробой происходит, то очень быстро может быть совершено остаточное движение на 21,83. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь мы видим, все зависло на 72,1. Ни туда, ни сюда. То есть, по идее, при такой нефти уже должен уйти на 70,5 и даже на 69,7. Но такого движения не происходит. Сегодня встреча президентов. И эта встреча, она в совокупности с заседанием ФРС достаточно высокую волатильность должна вызвать в рубль-доллар. Я думаю, вот движение будет в диапазоне 71,8, 73,1. Вот так вот, скорее всего, сегодня походим. Опять же, если нефть уходит на 75,5 и там закрепляется, то весьма вероятно рубль-доллар перейдет либо в этот диапазон, либо он отсюда пойдет тестировать 70,5. Есть ряд моментов, которые указывают на то, что сейчас рубль-доллар должен либо в этом боковике находиться, либо рубль должен ослабляться к доллару. Ну, скажем так, весьма вероятно, что вот это движение, если его накладывать на другие исторические отрезки, которые были в этот промежуток времени, оно здесь должно начать
вот здесь должен разворот произойти и отскок, ну, ближайшая цель движения должна где-то вот сюда вот быть, 73.1, 73.3. Насколько это завершится с учетом огромного количества событий существенных, пока сложно прогнозировать, но я думаю, имеет смысл вот на этот диапазон между 71.8, 72.8 или даже 73.1 ориентироваться. Сегодня волатильность должна быть очень высокой, но есть масса факторов, которые препятствуют укреплению рублю, корреляции рубля с нефтью и уходу на 70,5. Такой сценарий я по результатам сегодняшнего дня допускаю, но здесь должно быть сочетание двух моментов. Первый момент: должны быть не просто нейтральные, а позитивные договоренности между Байденом и Путиным в части того, что там какое-то количество санкций снимается. И нефть должна на 75,5 сходить. Если вот это сочетание мы получаем вкупе с нейтральной или позитивной риторикой ФРС, то мы увидим сегодня движение в район 70,5 и ниже. Но поскольку, с моей точки зрения, все-таки наиболее вероятно нейтральное заявление ФРС и нейтральные результаты встречи Путина с Байденом, то, скорее всего, здесь вот боковик в этом диапазоне мы будем скакать туда и сюда. Да, то, что встреча — это определенный позитив, потому что встречи не бывает для того, чтобы что-то разжечь, но с другой стороны сейчас очень мало точек для соприкосновения для того, чтобы, скажем так, какая-то взаимная приязнь между Россией и Соединенными Штатами возникла. Здесь скорее речь идет пока что в текущих политических реалиях о некой консервации. Вот. Ну а что будет дальше, там посмотрим. Здесь с учетом движения цен на нефть, конечно же, у рубля есть бонус для укрепления. Но мы с вами помним, что было летом 2008 года, когда в июле рубль укрепился до 23,5, а потом улетел на 34-36. Здесь ситуация она аналогичная. Крепость валюты она определяется фундаментально тем, что страна может предложить. Если она может предложить миру идею, технологии, то, соответственно, такая валюта она в перспективе будет крепнуть. Если страна, кроме сырья, ничего толком не может предложить, то, соответственно, это указывает на то, что стратегически рубль он очень слаб, и он будет ослабляться против ключевых мировых валют. Да, сейчас в связи с высокими ценами на нефть временное облегчение оно наступило и может продолжиться. Вопрос только в том, насколько долго оно будет продолжаться, потому что фундаментальные факторы, связанные с тем, что экономика не производит, ну, в значительно меньшем объеме производит прибавочную стоимость в сравнении с развитыми странами, он на валюту будет давить. И здесь как бы, ну, никакое, исходя опять же из текущих реалий экономических, как живут другие страны, никакое импортозамещение, оно вообще это все сказки. Потому что мир глобализован, кто-то что-то делает хорошо одно, кто-то что-то другое. И поэтому все страны взаимосвязаны и переплетены в один клубок. Те, кто занимается импортозамещением, они приводят к тому, что разгоняют внутреннюю инфляцию и еще больше снижают эффективность экономики. Так, друзья, далее евро-рубль, недельный таймфрейм давайте ставим. Евро-рубль здесь на недельках уперлись, пробили вот этот сильный уровень, который был 88,8, и легли на новый уровень, который 86,7. Движение на 85,5 пока не состоялось, и как мы с вами видим, дальше ниже 86,8 рублю укрепляться не дают. Переходя к дневному таймфрейму, здесь все указывает на окончание цикла укрепления рубля. И, соответственно, исходя из дневного таймфрейма, евро-рубль должен здесь развиться отскок целевого движения 88,8. Этот отскок не произойдет, если завтра в результате движения в нефти, в результате иных событий произойдет пробой вот этой зоны 87, 86,7, и, соответственно, состоится закрепление рубля ниже этого значения. Однако, обращаю внимание, когда предыдущий раз с этим столкнулись в марте
текущего года, то отсюда стремительно пошел рост валюты против рубля. Соответственно, здесь сценарий очень похож на то, что было в марте. И, соответственно, в текущих реалиях, несмотря на выросшие цены на нефть, было бы логично, что толчок пошел бы отсюда и возврат к уровню 88,7. Опять же, обращаю внимание, что сегодня и завтра по факту заседания решения ФРС, если здесь происходит пробой, то, соответственно, мы увидим дальнейший цикл укрепления рубля. Цель движения будет 85,5. Но мне пока вот в этот сценарий верится в значительно меньшей степени, нежели чем то, что отсюда произойдет выход наверх, и первая цель будет 88,15, где-то вот здесь вот. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной график, экспирация на носу. Здесь обращаем внимание на то, что по дневному графику у нас вчера произошел разворот, и сейчас должно пойти проседание. Цель этого проседания — движение в район 158-300. Критерий того, что вот этот разворот произошел, это пробой значения, вот здесь надо 164-500 все-таки пробить. И тогда действительно весьма вероятно вот этот цикл движения он сформируется. Если не пробивается это значение, то вот этот ужас, который образовался, его уже начали выкупать. Вчера в конце дня его выкупят, и будет он болтаться в этой консолидации еще какое-то время, может быть неделю, может пару недель. Вот. Но здесь вот все внимание на пробитие 164-500, если оно происходит, то он начинает осыпаться. Так, друзья, далее, соответственно, Сбербанк, дневной таймфрейм. Ну, здесь вот уровень 309,5. Если этот уровень пробивается, то уходим в 305. И потом следующая цель — это 300-295, вот этот диапазон. На текущий момент здесь происходила консолидация, но с учетом того, что все начинает разворачиваться, Сбербанк могут сегодня отлить на 305, а то и на 300. Так, друзья, далее Газпром, 4-часовик. Но смотрите, на 272 пришли, соответственно, диапазон вот этот 270-272. Если сегодня его удерживаем, не пробиваем, то у нас отсюда возникает отскок, и цель этого отскока — тестирование 208.45. Сейчас, если движение развивается вниз, и здесь будет пробой, весьма вероятно отсюда пойдет следующий импульс движения вниз, и его цель уже будет тестирование 255. Друзья, ну в общем-то все, основные активы, основные идеи, акции. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.